Почему неорганические пигменты выходят из кожи? Факт. Неорганика быстрее, чем органика покидает нашу кожу. Это называется по-простому выцветание. Весь процесс так называемого выцветания связан с такой сложной штукой, как окислительно-восстановительные реакции организма. Простым языком, в случае с перманентом. Белок, не яичный белок, который называется трансферин, берет частицы пигмента и пытается частично загнать их в кровоток и частично избавиться от них. То есть вывести их естественными путями. По причине того, что неорганические пигменты по большей части это железо, они являются биогенным материалом. Это химические элементы, которые необходимы организму для его нормального функционирования. Железо участвует в этих процессах, и происходит следующее. Порисуем. Вот вы сделали перманент, внесли пигмент под кожу. То, что мы назвали окислительно-восстановительными реакциями, запускается сразу ввиду того, что под кожу вот сюда внесен достаточно большой шматок пигмента. То есть для вашего организма это очень много. Сам пигмент, который вы сюда внесли, по сути своей становится растворимой солью. Это не кухонная соль и не морская, это соль металлов. Часть пигментов с помощью трансферина попадает в кровоток. По-сложному преобразуется через красный костный мозг с генерацией эритроцитов. Отсюда все просто расходится по телу с помощью кровеносной системы. Во втором случае другая часть пигментов в виде той же растворимой соли. Если я нарисую, вот это у нас печенюга, селезенка. Часть пигмента отсюда же с помощью белка трансферин фильтруется вот этими замученными фильтрами. После естественными путями, как вы уже прекрасно поняли, уходит на утилизацию. На все про все, на все вот эти процессы уходит где-то год-полтора. Но, как мы с вами знаем, в зависимости от организма, от его стабильной и нестабильной работы, это количество времени может варьироваться до 2 лет, либо до года. Это часть первая.